Сегодня у нас выпуск, после которого в комментариях точно будет жарко. Эльчин Сангу снова оказалась в центре судебной истории, и на этот раз турецкая пресса пишет, что суд отклонил один из ее исков против журналистки Берсин Алтунташ. Сумма 500 тысяч турецких лир, но за этой цифрой прячется куда более нервная история. Бывший менеджер, публикации, претензии, репутации, конфликт, который, похоже, уже давно вышел за рамки обычной обиды. Can Yaman тем временем делает то, что получается далеко не у каждого турецкого актера. Выходит на американский экран. Эль Турко стартовал на Телемундо. Сам Джан приехал в Майами, дал интервью, встретился с поклонниками, и теперь главный вопрос – это настоящий международный прорыв или просто красивая попытка громко заявить о себе? А Хазал Кая, вот тут начинается самая вкусная интрига. В сети обсуждают, что она может появиться в клюквенном щербете, да еще и рядом с Абдуллахом Юналом. Представляете, что это может сделать с и без того напряженной семейной драмой? Но сразу предупреждаю, здесь будем отделять слухи от фактов, потому что красивый вброс – это еще не новость. В этом выпуске будут Эльчин Сангу, Араз Булут и Немри, Ханда Эрчел, Сыла Тюркаглу, Хазал Кая, Мерт Рамазан Демир, Демет Оздемир, Мелиса Асыл Памук и Can Yaman. Не уходите раньше времени. Самое громкое мы не вываливаем в первые 30 секунд, как дешевый базарный трюк. Мы пойдем по порядку от судебного конфликта к новым проектам, от слухов о кастингах к личным признаниям актеров, а в конце выйдем на историю Джана Ямана и его большого шага в Америке. Подписывайтесь на канал Любовь и мечты, если хотите разбирать турецкие новости не по фанатским крикам, а по фактам, датам и человеческой логике. Начинаем с истории Эльчин Сангу, потому что там, друзья мои, все куда серьезнее, чем просто очередной заголовок в турецкой прессе. Судебная история Эльчин Сангу снова всплыла в турецкой прессе, и честно скажу, это тот случай, где одной красивой фамилии уже недостаточно, чтобы просто пройти мимо. По данным публикации Берсин Алтунташ от 9 июля 2026 года, Стамбульский суд отклонил иск Эльчин Сангу о моральной компенсации в размере 500 тысяч турецких лир. Речь идет об одном из нескольких исков, которые появились после материала Алтунташ о судебном споре актрисы с ее бывшим менеджером Башай Акай. Смотрите, какая получается ситуация. С одной стороны, известная актриса, которую многие зрители любят еще по романтическим и драматическим проектам. С другой, журналистка, которая годами пишет о турецком телевидении и часто первой сообщает закулисные подробности. А между ними суды, публикации, претензии и вопрос репутации. Мне здесь особенно важно не разгонять лишнего. На данный момент подтверждено именно то, что Алтунташ сообщила об отклонении иска. Но надо понимать, сама Берсен – участница этого конфликта, поэтому любую эмоциональную деталь вокруг этой истории нужно воспринимать осторожно. Не как окончательный приговор, а как часть большого публичного спора. Самое любопытное даже не в сумме. 500 тысяч лир – цифра громкая, конечно. Но куда интереснее другое. Почему конфликт актрисы и журналистки стал настолько жестким, что вышел далеко за рамки одной публикации? Поклонники Эльчин уверенно сейчас разделятся. Одни скажут, актриса защищает свое имя. Другие, что публичные люди не всегда готовы к неудобным вопросам. Истина, как часто бывает в турецком шоу-бизнесе, где-то между этими двумя берегами. А дальше у нас резкий поворот. После суда и претензий новость совсем другого вкуса. Араз Булут и Немри может вернуться с ролью, которая способна не просто украсить сезон, а по-настоящему тронуть зрителя. После судебных коридоров и громких претензий хочется выдохнуть. Но турецкий сериал «Мир» не дает нам такой роскоши. Потому что следом появляется имя Араса Булута и Немли. Актера, который умеет играть так, что зритель не просто смотрит сцену, а будто сам сидит рядом с героем. По данным турецкой прессы от 7 июля 2026 года,
Арасу предложили главную роль в новом проекте «Канал Д», и Эрике Редмэне, что можно перевести как «Учитель добра». И уже одно название звучит не как проходная история на вечер, а как заявка на драму с сердцем. Его возможный герой – учитель Рефик, человек с аутизмом. Тема тонкая, опасная для плохого сценария и невероятно сильная для хорошего актера. Здесь нельзя сыграть внешние признаки и уйти домой довольным. Тут нужна внутренняя тишина, точность, уважение к персонажу. Арас как раз из тех актеров, кто способен вытянуть такую роль без лишней театральности. Пока это не официальное объявление, а предложение. Окончательное решение, как сообщается, актер примет после завершения съемок проекта для Netflix и в Гиденьоу. То есть контракт еще не лежит на столе с громкой печатью, но сам интерес уже говорит о многом. Представьте, если он действительно вернется не с обычной любовной драмой, а с образом учителя, который по-своему видит мир. Для зрителей это может стать не просто сериалом, а историей о доброте, терпении и людях, которых часто понимают слишком поздно. Досмотрите дальше, потому что после этой почти камерной человеческой новости мы переходим к сериалу, где в центре будет уже не один герой, а целая семья, отец, 5 дочерей и вечная мечта устроить всем счастье, даже если жизнь, как обычно, решит все по-своему. ТРТ, похоже, снова делает ставку на то, что старый добрый семейный сюжет еще рано списывать со счетов, и я с этим согласен. Зритель устал от историй, где все только мстят, кричат и прячут тайны за дорогими дверями. Иногда хочется сесть и посмотреть сериал, где сердце бьется не от скандала, а от узнавания. По данным от 6 июля 2026 года, ТРТ-1 готовит проект Ивлеви Гюзельдер «Брак прекрасен». В центре истории регистратор браков Месут Бахтияр, человек, который всю жизнь соединяет чужие судьбы, а теперь мечтает устроить счастье своих 5 дочерей. Вот тут уже начинается вкусная турецкая почва. 5 дочерей значит 5 характеров, 5 любовных линий, 5 разных взглядов на брак, семью и женскую судьбу. Одна наверняка будет послушной, другая упрямой, третья выберет не того мужчину, четвертая будет спорить с отцом, а пятая, возможно, вообще не захочет жить по семейному плану. Турецкие сценаристы такое любят, и зритель тоже. Главные роли, по сообщениям прессы, предложены Эмре Бею и Илайда Алишан. Пока это именно предложение, не финальный каст. Но сама идея уже выглядит подходящей для ТРТ. Семейная, теплая, с понятными конфликтами, без лишней грязи. Если вы любите сериалы, где дом – это не просто стены, а место, где каждый разговор может стать маленькой бурей, эту новость точно стоит держать в поле зрения. Кстати, если вы хотите, чтобы я и дальше разбирал турецкие новости без крика, фальши и сказок из воздуха, подпишитесь на канал. Здесь мы будем отделять настоящие факты от красивых слухов и делать это спокойно, по-взрослому. А теперь аккуратно поворачиваем к имени, которое в турецком шоу-бизнесе всегда поднимает волну обсуждений – Ханде Эрчел и возможный проект от OGM. Когда в одной фразе появляются Ханде Эрчел и OGM Pictures, фанатские чаты начинают шуметь быстрее, чем успевают выйти официальные новости. Понимаю почему. Ханде давно не просто актриса, а имя, вокруг которого любое движение превращается в обсуждение. В сети заговорили, что именно она может сыграть главную роль в сериале Кара Коя, который у нас уже переводят как «Черная деревня». Звучит мрачно, звучит интригующе, звучит так, будто там будут семейные тайны, старые обиды и дом, из которого никто не выходит прежним. Только вот здесь нужно держать голову холодной. На 10 июля 2026 года нет официального подтверждения ни от OGM Pictures, ни от самой Ханде Эрчел, ни от крупных надежных источников, которые можно было бы спокойно положить на стол и сказать «да, все решено». Поэтому правильная формулировка такая. Поклонники обсуждают возможное участие Ханде в проекте, который называют Каракеа, но подтверждения пока нет. Это не кастинг с печатью, не официальный анонс, а слуховая волна.
Зато сама волна показательна. Зрители ждут от Ханды не просто очередной красивой роли. Многие хотят увидеть ее в более темной, взрослой, драматичной истории, где не только взгляды и романтика, а настоящие испытания для актрисы. Будет ли это «Черная деревня» или совсем другой проект, пока вопрос открытый, но турецкая индустрия умеет играть в тишину перед громким объявлением. Иногда молчание продюсеров говорит меньше, чем хочется фанатам, но больше, чем кажется на первый взгляд. Дальше у нас еще одна возможная экранная пара, и там интрига совсем другого уровня. Sıla Türkoğlu рядом с Kenaном Имирзалыоğlu. Вот это уже сочетание, которое поклонники начали обсуждать с особым жаром. Sıla Türkoğlu и Kenan Имирзалыоğlu в одном проекте, согласитесь, звучит как новость, которую хочется проверить дважды, потому что здесь сталкиваются две разные энергии. Молодая популярность Сылы и тяжелая, уверенная экранная харизма Кенана. В сети обсуждают, что Sıla может рассматриваться на главную женскую роль в проекте Aileber İmtihandır. Семья – это испытание. Само название будто уже обещает не легкую прогулку, а историю, где родные люди будут проверять друг друга на прочность. Но сразу ставим точку безопасности. На 10 июля 2026 года официального подтверждения этой информации нет. Нельзя говорить, что Sıla уже стала партнершей Кенана. Нельзя говорить, что договор подписан. На данный момент это обсуждение, которое живет в информационном поле, но еще не получило твердой опоры. При этом сама идея очень цепляет. Kenan Имирзалыоğlu – актер, рядом с которым слабая партнерша просто потеряется. Его экранное присутствие тяжелое, мужское, спокойное. Sıla, наоборот, берет эмоциональностью и свежестью. Если такой дуэт когда-нибудь сложится, вокруг него точно будет много разговоров. Мне в этой истории нравится не сам слух, а направление ожиданий. Зрители хотят видеть не просто красивую пару, а столкновение характеров, чтобы были взгляды, паузы, гордость, семейные раны и тот самый турецкий накал, где люди вроде бы молчат, а в комнате уже гроза. Хотели бы вы увидеть Сылу рядом с Кенаном? Напишите в комментариях, потому что здесь мнение зрителей действительно интересно. Такая пара может либо зажечь экран, либо вызвать споры еще до премьеры. А впереди у нас слух еще горячее – Hazal Kaya и клюквенный щербет. Там уже обсуждают не просто появление актрисы, а возможный удар по одной из самых нервных семейных линий сериала. Клюквенный щербет умеет делать то, что удается не каждому сериалу – превращать обычный семейный разговор в минное поле. Вроде люди сидят за столом, говорят спокойно, а у зрителя уже ладони влажные, потому что сейчас кто-то обязательно скажет лишнее. И вот на этом фоне появляется слух. Hazal Kaya может присоединиться к сериалу в роли женщины, которая войдет в жизнь Абдуллаха Юнала. В некоторых публикациях ее уже называют новой, любовной интригой Абдуллаха, но вот здесь надо быть особенно аккуратными. На 9 июля 2026 года в турецком инфополе действительно появились обсуждения возможного участия Hazal Kaya в Кызылчык Щербете. Однако официального подтверждения от актрисы, канала или продюсеров нет. Значит, подаем честно. Это слух, а не факт. Почему эта история так быстро разошлась? Потому что Hazal Kaya – имя не случайное. Ее появление в таком сериале сразу изменило бы баланс. Клюквенный щербет держится на семейных правилах, скрытых обидах, браках, которые трещат по швам, и людях, которые слишком долго притворяются спокойными. Если в эту конструкцию действительно входит новая героиня, рядом с Абдуллахом, сценаристы получают готовую бомбу замедленного действия. Не грубую, не дешевую, а именно драматическую. Что будет с семьей, где и так слишком много недосказанного? Подпишитесь на канал, если вам важны такие разборы без сказок и фанатских фантазий. Потому что в турецких новостях сейчас каждый второй слух звучит как факт, а наша задача – не попасться на красивую обертку. Дальше меняем температуру. После слухов и семейных бурь Мерт Рамазан Демир, его свежее интервью и слова, по которым видно,
актер уже иначе смотрит на славу, тело и чужое мнение. Мертв Рамазан Демир в интервью Sober Digital прозвучал не как человек, который пытается всем понравиться. И это, на мой взгляд, гораздо интереснее, чем вылизанные фразы про любовь к поклонникам и «я всегда мечтал быть актером». Он сказал простую, но взрослую вещь. Ему важно, как зрители принимают его работы, но не настолько важно, как его воспринимают лично. В переводе на нормальный язык он хочет, чтобы оценивали роли, а не копались в каждом выражении лица, каждом килограмме и каждом шаге за пределами съемочной площадки. Для молодого актера это непростая позиция, особенно после такой волны популярности, где зрители иногда начинают воспринимать артиста как собственность. Сегодня восхищаются, завтра спорят о внешности, послезавтра уже решают, с кем ему быть и каким ему выглядеть. Отдельно обсуждают его слова о спорте, питании и изменениях во внешности. Он шутливо заметил, что прежние килограммы будто скрывали его рост, а теперь рост проявился. Фраза легкая, но за ней видно. Человек работает над собой и при этом старается не делать из этого трагедию века. Мне нравится, когда актер не превращает интервью в стену из гладких ответов. Мертв здесь живой, немного ироничный, немного отстраненный, явно уставший от лишнего шума вокруг себя, но все еще внимательный к тому, что делает в профессии. Такие интервью важны, потому что они снимают глянец. Перед нами не персонаж из сериала, а мужчина, который учится жить под постоянным взглядом публики. А дальше другой вид публичности. Не интервью, не личные признания, а высокая мода, Париж и Мелисса Аслы-Памук, которая появилась там, где турецких звезд все чаще начинают замечать не только как актрис, но и как международные лица стиля. Парижская неделя высокой моды, место, где случайных людей почти не бывает. Там каждый выход – это маленькое заявление. Не громкое, не с криком, а через силуэт, ткань, взгляд и умение держаться в комнате, где все привыкли смотреть оценивающе. 8 июля 2026 года прошел показ Зухейр Мурат Hot Couture Fall Winter 26-26-27, и среди гостей была Мелисса Аслы-Памук. Для турецкой аудитории это не просто светская фотография в красивом платье. Это еще один знак. Актрисы из турецких сериалов давно вышли за пределы локального телевидения. Мелисса появилась в элегантном образе, и здесь важно не превращать новость в пустое, всех очаровало. Такие фразы слишком дешевые. Гораздо точнее сказать, ее присутствие на подобном мероприятии показывает, что турецкие звезды становятся частью более широкого культурного пространства, моды, брендов, международных показов. В этом есть своя тихая победа, потому что раньше турецкий сериал для многих был чем-то домашним. Вечер, чай, любимые герои, знакомые лица, а теперь эти же лица сидят на кутюрных показах в Париже, дают интервью за границей, появляются в международных компаниях. Мелисса Аслы-Памук как раз из тех актрис, у кого внешняя сдержанность работает сильнее, чем попытка всех ослепить. Не надо перебарщивать, достаточно выйти уверенно, и кадр уже живет сам. Дальше у нас остается еще одна легкая, солнечная остановка перед главным финалом. Демет Оздемир, Греция и отпускные кадры, после которых мы перейдем к Джану Яману. А там уже начинается история не про отдых, а про настоящий международный рывок. Демет Оздемир снова делится кадрами из Греции. И казалось бы, что тут обсуждать? Лето, море, отпуск, красивые фотографии. Но в мире турецких звезд даже такой простой жест становится частью большого разговора. Как актеры живут между проектами, как отдыхают после тяжелых съемок и что выбирают показать поклонникам. В начале июля 2026 года в соцсетях обсуждали ее греческие кадры. Это не громкий кастинг, не судебная история, не поворот в сериале. Это маленькое окно в личное пространство актрисы, ровно настолько открытое, насколько она сама позволяет. Демет умеет создавать ощущение легкости. В ее отпускных фото нет тяжелой драмы, но есть то, что зрители любят не меньше – настроение. Солнце, спокойствие, улыбка.
ощущение паузы после сезона, где у актеров обычно все расписано по минутам. Для выпуска такая новость нужна как вдох перед финалом. После судов, слухов и кастингов зрителю полезно на минуту увидеть не закулисную борьбу, а простую человеческую сторону любимых актрис, потому что турецкие звезды интересны не только ролями, но и тем, как они возвращаются к себе, когда камеры сериала выключены. Если вы досмотрели до этого момента, значит вы точно любите турецкие сериалы не поверхностно, а с вниманием к деталям. Подпишитесь на канал, впереди будет еще много таких выпусков, где мы не просто пересказываем новости, а разбираем, что за ними стоит. А теперь переходим к финальной истории. И вот здесь уже совсем другой масштаб. Can Yaman, El-Turco, Америка, Телемунда и попытка закрепиться там, куда турецким актерам пробиться совсем непросто. Can Yaman давно играет не только в турецкой лиге. Это уже очевидно даже тем, кто относится к нему спокойно. Можно спорить о его ролях, о его образе, о том, насколько удачно он выбирает проекты, но один факт остается фактом. Он упорно строит международную карьеру. 7 июля 2026 года сериал El-Turco стартовал на американском телеканале Телемунду. Это официальная дата, и это уже не слух из фанатских страниц, а реальный шаг проекта к новой аудитории. Для Джана Ямана такой выход важен не меньше, чем премьера в Турции, потому что американский рынок – это совсем другая сцена, другие правила и другой уровень внимания. К тому же актер приехал в Майами, участвовал в промо, давал интервью, встречался с поклонниками. Вот здесь начинается самое интересное. Джан продает не только сериал, он продает образ турецкого актера, который может быть понятен за пределами привычной аудитории. El-Turco – проект с историческим размахом, приключенческой энергией и международным составом. В нем рядом с Джаном Яманом заявлены Грета Ферро и Уилл Кэмп. Это уже не локальная турецкая мелодрама, где вся сила держится на взглядах в коридоре особняка. Здесь другая амбиция – показать героя, которого можно представить зрителю в разных странах. Получится ли у Джана окончательно закрепиться на международном рынке? Рано хлопать в ладоши, но сам путь уже показательный. Пока одни актеры ждут хороший сценарий дома, Яман идет туда, где его будут проверять заново, без скидки на прежнюю славу. Финал выпуска получается символичным. Мы начали с судебного конфликта, прошли через слухи, кастинги, интервью, моду и отпускные кадры и пришли к истории о том, как турецкие сериалы выходят далеко за пределы Турции. Напишите в комментариях, какая новость зацепила вас сильнее: Эльчин Сангу и суд, возможное возвращение Араса, слух о Хазалкая в клюквенном щербете или международный шаг Джана Ямана. Вот это мне правда интересно. А на этом у меня все. Если вы досмотрели до конца, значит вы точно из тех зрителей, кто любит турецкие сериалы не только за красивые лица и громкие сцены, а за судьбы, характеры, тайны, неожиданные повороты и ту самую эмоцию, ради которой мы снова и снова включаем новую серию. Подписывайтесь на канал Любовь и Мечты, ставьте лайк, если выпуск был для вас интересным, и обязательно пишите в комментариях, какая новость зацепила сильнее всего. Судебная история Эльчин Сангу, возможное возвращение Араса Булута и Немли, слухи вокруг Хазалкая и клюквенного щербета, или все-таки международный успех Джана Ямана? Мне правда интересно читать ваше мнение, потому что именно в комментариях часто начинается самое горячее обсуждение. Берегите себя, не теряйте вкус к хорошим историям, и до встречи в новом выпуске на канале Любовь и Мечты.